Всем привет! С вами Даша, и вы на самом кофейном канале на YouTube Кофеек. Мы продолжаем рассказывать о способах приготовления кофе дома. И сегодня поговорим о том, как правильно приготовить кофе в турке. Это очень удобный способ, который не отнимет у вас много времени. Достаточно купить хорошую турку, и она прослужит вам действительно долго. Возможно, вероятнее всего, она даже достанется вашим правнукам. Настолько это неубиваемый девайс. Что касается кофе, приготовленного в турке, он отличается насыщенным вкусом и густой консистенцией за счет кофейной гущи, на которой, между прочим, можно гадать. Но об этом мы с вами поговорим как-нибудь в другой раз. В этом ролике я расскажу, как правильно выбрать турку, какой кофе взять и как приготовить кофе в турке. Начнем с выбора турки. Есть три основных критерия, на которые следует обратить внимание: материал, форма и ручка турки. В магазинах можно найти множество турок из алюминия, глины и нержавеющей стали, но самым идеальным вариантом для турки будет, конечно же, медь. Благодаря высокой теплопроводности, когда дно медной турки нагревается, температура тут же передается по всей ее поверхности и равномерно нагревает напиток. Такими же свойствами обладает и серебро, но, как понимаете, серебряная турка будет стоить гораздо выше. Правильная турка имеет широкое дно, что обеспечивает устойчивость. Верхняя часть должна быть примерно в 2-3 раза уже, чтобы блокировать кислород и не дать маслам испариться. Ручка должна быть длинной и расположенной под углом. Так, с туркой мы с вами разобрались. Теперь вопрос, какой же выбрать кофе? На самом деле тут все просто, все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Я рекомендую выбирать 100% арабику, если вы любите кислинку, или же бленд арабики и робусты, если вам больше нравится горчинка. Но ни в коем случае не перебарщивайте с робустой, потому что тогда кофе будет слишком горьким. На мой взгляд, идеальное сочетание арабики и робусты – это 80% арабики и 20% робусты. Главное в кофе для турки – это мелкий помол. Иначе вам просто придется жевать кусочки кофе. Я выбираю кофе Fineberry Dark Blend. Лично мне очень нравится его сбалансированный вкус с приятными нотками какао и шоколадной горчинкой. Такой кофе и множество других вы можете заказать на сайте кофеек.com.ua. Конечно же, ссылочку я, как всегда, оставлю в описании. Нам понадобится 180 мл воды, 20 грамм зернового кофе, турка. В моем случае для приготовления кофе я беру горелку, кофемолка, весы и стакан. Что ж, приступаем к приготовлению кофе. Берем 20 грамм зернового кофе, это примерно 4 чайные ложки с горкой, я отмерила на весах. Засыпаем в кофемолку и помним про мелкий помол. Благодаря мелкому помолу напиток получается густым по всем канонам восточного кофе. Включаем горелку. Высыпаем молотый кофе в турку. Воду пока не добавляем. Ставим турочку на средний огонь и даем нагреться кофе. Если вы любите пить кофе с сахаром или пряностями, то это тот самый момент, когда их стоит добавить. Турочку так держим 20 секунд. Теперь наливаем в кофе 90 мл воды. Перемешиваем, чтобы растворились комочки. И доливаем оставшуюся воду. Теперь ждем, когда на кофе появится пенка. Вот у нас уже поднимается пенка, будьте осторожны. Сейчас снимаем кофе с огня, даем ему остыть, чтобы пенка немножко осела. Затем снова ставим кофе на огонь и проделываем такую процедуру 3 раза. Говорят, что если сделать это именно 3 раза, кофе получается вкуснее. Теперь переливаем кофе вместе с гущей в стакан.
Помните, главная изюминка этого напитка именно гуща, поэтому ее мы не сцеживаем. Наш кофе готов. Желаю вам приятного кофепития. Друзья, большое вам спасибо за просмотр этого видео. Я очень надеюсь, что оно было полезным для вас и вы сможете самостоятельно приготовить кофе в турке. До новых встреч в кофеек!